Приветствуем вас на канале Раиса Гориченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня мы продолжаем тему погоды, климата в 2023 году и рассмотрим важные такие вопросы, которые связаны с выращиванием садовых растений в 2023 году. Для того, чтобы нам подготовиться хорошо к следующему году, мы подготовили такую шпаргалку и озаглавили ее так: «Садоводство в 2023 году». И вот здесь пункт номер 1 – это обрезка. Обрезку нужно не спешить проводить зимой. В этом и в последующем году, в 2022 и 2023 годах зимой, возможны резкие вот эти перепады температур, заходы циклонов и антициклонов, а значит обледенение. И очень много веток будет загублено вот этими природными явлениями. Поэтому обрезку будем проводить в мае. По розовому бутону, это персики у нас, уже видны результаты, что перезимовало, и можно сразу же сформировать урожай. Ну и очень популярная сейчас обрезка именно летом. Летом формируется урожай из следующего года, и все более и более актуальна эта обрезка и формировка урожая на последующие годы с помощью вот этой зеленых операций, зеленой обрезки. Что касается обрезки, мы разобрались. Вторая важная задача – это защита от болезней. Здесь нам помог наш один из подписчиков, который посоветовал использовать его опыт. Вот что он делал. Он рассказал нам вот такой опыт. Он обработал в апреле месяце все свои растения сада и виноград, в том числе ягодники, препаратом Хорус. Это химический фунгицид, современный фунгицид. И этим препаратом ему достаточно было один раз за весь сезон обработать именно в апреле месяце. Почему? Ну, а для юга это апрель, а для северян это май месяц. В этот период не работают биофунгициды, потому что температура, тем более у нас длинная будет зима, длинная весна, и препараты не будут работать. Для них нужна температура плюс 14 и выше, а лучше всего все-таки с плюс 17, плюс 18 градусов. Поэтому вот эта одна обработка хорусом, она позволит защитить растения во влажную вот эту погоду и прохладную погоду. А затем уже с июня по август работаем биофунгицидами. А биофунгициды – это у нас триходермин, который можно заранее закупить, а также фитодоктор и другие препараты, которые есть в разных странах. Вот это что касается защиты от болезней. Это очень актуально. Поэтому можете записать себе препарат Хорус или типа Хоруса. Ищите эти препараты, узнайте, вспомните, сколько вам нужно будет жидкости для того, чтобы обработать ваши сады. Поэтому знать будете, когда рассчитаете, вспомните свои записи, достанете, сколько вам нужно вот этих заправок, сколько литров этого раствора, и покупайте нужное количество вот этого препарата. Далее, у нас очень важная будет защита от вредителей, очень важная защита. Что можно приобрести заранее? Заранее можно купить перекись водорода 3% и нашатырный спирт 10%. Это аптека. Только, пожалуйста, смотрите срок годности, чтобы не было уже прошедшего срока годности. Ну и настои трав, вот это тоже, если у вас есть какие-то травы, вы заранее заготовили, тоже используйте. И настой древесной золы. Но древесная зола должна быть чистая, действительно древесная, а не с добавками каких-то химических препаратов или же краски. Так что древесная зола – это древесная настоящая, с дерева зола, или же из материалов, имея в виду тех растений, которые росли в саду. Или же из соломы, или же сорняки сожгли. Вот это можно использовать. Но самое первое, что я использую всегда, это перекись водорода, нашатырный спирт. Здесь двойная работа и против вредителей, и против болезней.
Что касается защиты, мы рассмотрели. Да, и обязательно нужно уже в июне-августе работать биоинсектицидами. И биоинсектициды лучше покупать, конечно же, есть те препараты, которые хранятся 2 года. Снова смотрите срок хранения. Заранее закупайте эти препараты и не открывайте их. Открывать будете уже в июне месяце. И очень важно еще вещь по поводу защиты. Вот сейчас в октябре, ноябре и декабре даже, декабрь это актуально для юга, нужно обработать вот это профилактический раствор, приготовьте, профилактическая обработка всех садовых растений. Приготовьте раствор аммиачной селитры. Нужно 800 граммов аммиачной селитры в гранулах плюс 10 литров воды. И обработайте, покупайте все деревья, кустарники и почву под ними. Это у вас будет профилактика и против болезней, и против вредителей. И на следующую осень тоже это нужно будет сделать. Это будет большое подспорье вам, особенно при вот такой погоде изменчивой и большой влажности воздуха. Тоже очень хорошее подспорье. Поэтому вот смотрите, что мы должны купить. Мы должны купить хорус, я уже записала себе. Мы должны купить перекись водорода и нашатырный спирт, подготовить настои трав, а также должны купить аммиачную селитру. Аммиачная селитра нам нужна будет для того, чтобы для обработок. И ее можно тоже купить в гранулах и сохранить в бутылках, пластиковые бутылки сухие, засыпать, закрыть и в темное место, там, где у вас хозяйственные какие-то есть постройки, вы там храните в темном месте, и она не боится мороза. Так что главное, чтобы не было влаги и солнца. Следующий важный момент – это посадка саженцев. Высаживайте, пожалуйста, осенью. Сейчас как раз хорошее время. Высаживайте осенью, полейте, если земля не влажная, все равно поливайте при посадке. В благоприятные дни ваши саженцы будут готовы к зиме, и затем к длинной весне они нормально пройдут вот этот период и просыпания, и затем роста. Весной, почему все-таки не сторонник весенней посадки? Почва очень долго будет холодной, а значит будут корневые гнили. И эти корневые гнили будут уничтожать наши растения. Очень сложно выращивать, когда вот холодно и влажность высокая. Поэтому даже при посадке весной, если что-то будете высаживать, высаживайте на возвышенности, на таких островках, чтобы здесь прогревалась почва и не вымокали корни, не вымокало растение. Ну и сразу же здесь нужно обязательно поговорить о поливах. 4-й пункт – это поливы. Поливы только в благоприятные периоды. Это мы всегда даем. И плюс важно, если вдруг дождь идет в неблагоприятное время, тогда что мы делаем? А мы сразу же после первой возможности зайти в огород, мы сразу же вспушиваем землю у корней растений для того, чтобы корни имели возможность дышать. И еще один важный тоже пункт – это подкормки. Можно заранее подготовиться. Нитроамофоску купите. Если нужны какие-то другие удобрения, тоже все зависит, что вы выращиваете, то и жидкие удобрения тоже покупайте все это заранее. То есть сейчас, осенью покупайте. Если это сухие удобрения, рассыпали в бутылки пластиковые, закрыли, и они нормально будут храниться. Жидкие удобрения тоже темное прохладное место. Единственное, что жидкие удобрения нельзя, чтобы они промерзали. Сухим удобрением нормально они проходят любые минусовые температуры. И подкормки проводим по листьям. Или же весной уже, когда почва начнет прогреваться, вот эти сухие удобрения минеральные под корень. Но очень важно, чтобы они были уже в растворенном виде. Поливайте их, потому что чтобы сразу могли корни брать вот эти питательные вещества. Если же вы будете насыпью, и еще и не в благоприятный день, очень важно в благоприятное время дать питание,
то получится, что при сильном каком-то ливне просто будут вымываться в нижние слои почвы все ваши удобрения. А так пусть меньшее количество, но в жидком виде, благоприятное время можно дать возможность питаться корням. Но это вот ранние будут подкормки. А уже летнее время только по листьям. Желательно по листьям. Жидкие удобрения, они очень быстро впитываются в каждую клеточку листика, и через листья поступает нужное количество питания. В данный момент, в каждый период нужно определенные удобрения. Когда нужно больше азотных, это в начале, а далее калий, магний. Ну и кремний осенью, это очень важно, подкормить калием и кремнием, чтобы перезимовали, хорошо наши растения были одревесневшие и не боялись вот этих различных природных явлений. Вот такая важная тема. Мы сегодня с вами поговорили о том, что нужно подготовить именно по саду. Если вы что-то в этом году, уже был такой период длинной весны и холодной весны, что-то у вас есть, особый какой-то опыт, пожалуйста, напишите, поделитесь. Мы еще будем дополнительно делать эти темы для того, чтобы вместе мы, каждый у своего дома, вырастили действительно райский сад. Друг другу помогаем, все в едином, мы все части одного единого. И наша задача помочь друг другу, выстоять, пройти вот эти различные интересные моменты, очень интересные, и зима, и весна. Вот это мы все с вами пройдем, и лето будет хорошее, и, естественно, получим хороший урожай, если мы все выполним вовремя и не будем оставлять все потом в долгий ящик, потом купим. Нет, вот делайте, пожалуйста, это сейчас. Но снова же по вашему желанию. Да и потом и финансовые вопросы зимой и весной будут очень сложными для многих, не только для жителей европейских стран. Так что мы тему эту пока не закрываем, она остается у нас открытой по садоводству в 2023 году. Ждем ваших комментариев и добавлений с вашим опытом. Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили это видео, используя свой опыт и опыт наших подписчиков. Мы желаем вам благодатной погоды, мира и добра. И до новых встреч на нашем канале. Пока-пока!